В 1970-х годах жители Флориды, США, столкнулись с проблемой завал шин, которые просто было некуда девать. Пока человечество не придумало способа переработки использованных вещей, их просто выбрасывали на свалки. И эти свалки размещались не на специальных полигонах, а неподалеку от крупных городов, и со временем становились все больше и больше. Во Флориде проблему утилизации шин решили весьма незаурядным образом. Зачем делать огромные свалки из шин на земле, если можно сбросить их в воду? Рыбы, привыкшие жить среди рифов, смогут устроиться там. Поэтому власти штата приняли решение создать искусственные рифы, обеспечив промысловым рыбам среду обитания. У них уже был опыт создания искусственных рифов для разведения промысловых рыб. Но раньше для этой цели использовали бетон, и строительство стоило немалых денег. Идея сделать риф из шин казалась весьма рациональной, поскольку позволяла решить сразу две проблемы: утилизировать шины и помочь рыболовному промыслу. Один из авторов проекта, Грегори Макинтош, вдохновлял властей своей идеей. Шины, которые загрязняют сушу и выглядят ужасно, могут быть очень полезными. Мы создадим из них рыболовный риф. Весной 1974 года власти штата одобрили проект, и сотрудники инженерного корпуса армии США вместе с рыбаками начали реализовать задумку. Они разметили территорию и опустили на дно Атлантического океана 2 миллиона автомобильных шин. Конструкция получила название риф Осборна. Ее площадь составила около 15 гектаров. Риф находился примерно в 2 километрах от берега на глубине в 20 метров недалеко от восточного побережья штата Флорида. Чтобы шины не рассыпались по дну океана, их надежно соединили металлическими зажимами и нейлоновыми веревками. По задумке авторов проекта, коралловые рифы должны были закрепиться на поверхности шин и начать разрастаться, создавая жилище для рыб. Сначала все шло по плану, кораллы действительно начали осваивать новую поверхность. За 25 лет около 10% искусственного рифа уже обросло кораллами, и это был довольно хороший показатель. Но потом что-то пошло не так. Под воздействием соленой морской воды металлические стяжки начали распадаться, и шины стали отделяться друг от друга. Конструкция, казавшаяся надежной, рассыпалась. И вместо того, чтобы помогать водной среде, шины начали ей вредить. Они уничтожили и существующие кораллы и не дали образоваться новым. Почему затонувшие корабли могут стать прибежищем флоры и фауны, а с шинами так не получилось? Шины слишком легкие. Их сносят приливы и мощные штормы до того, как морская флора и фауна успевают их обжить и прикрепиться. А разбросанные по всему морскому дну шины токсичны. Выпавшие из конструкции шины рассыпались по дну океана. Подводные течения, морские ветры и штормы разносили их все дальше и выбрасывали на берег. Шины засорили не только воду, но и близлежащие пляжи. И это только полбеды. Материал, из которого они сделаны, выделяет около 120 разных канцерогенов, вредящих морской флоре и фауне. А вода провоцирует выброс этих опасных веществ и разносит их по всему океану. Чтобы ситуация не приобрела масштабы экологической катастрофы, правительство и коллектив энтузиастов. Но достать их со дна оказалось гораздо сложнее и дороже, чем сбросить туда. В среднем удаление одной шины обходилось в начале 2000-х годов в $17, по сегодняшним меркам это более $30. В 2007 году военные подняли со дна 73 тысячи шин, и это была самая удачная попытка за всю кампанию. Даже если полностью очистить дно океана от оставшихся шин, природе уже нанесен колоссальный вред. По прогнозам экологов, на восстановление экосистемы и образование новых коралловых рифов понадобится примерно 50 лет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.